Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10, и сегодня поговорим про пчел, которые появляются в Ботании. В Ботании есть несколько очень интересных пчелок, значит, и чтобы начать ими заниматься, для начала нужно получить рутит трутня. Для этого нам придется совместить древнюю с лесной, и кроме того под пасеку поставить обязательно жизнедерево. Давайте это сделаем. Значит, берем древнюю, берем лесную, совмещаем. Так, и ожидаем получить рутит трутня. Как всегда, я для того, чтобы у меня селекция происходила быстрее, кладу две метаболические рамки, которые увеличивают шанс, соответственно, выведения нового вида, и одну задвижную рамку, которая быстрее убивает пчел, почти мгновенно. Так, смотрим. Ну вот мы видим, что у нас рутит трутень вывелся, да? Отлично. Дальше мы берем этого рутит трутня, и что мы можем сделать? Здесь, помимо прочего, есть, ну скажем, назову так, эльфийская ветка, мы о ней чуть попозже поговорим. И кроме того, можем этого рутит трутня взять, кинуть его в бассейн с маной и получить такого ботанику пчелу. Давайте несколько штук себе сделаем, этих вот ботаник пчелок. Вот. И что интересного, вот эта ботаник пчела, она дает нам все виды лепестков, все виды мистических лепестков из мода Ботании. Это очень здорово. Вот. Но мы можем эту пчелу еще прокачать, то есть вывести ее более высокие виды, это блоссом и флорал. Причем, если обратить внимание, да, вот эти вот, значит, у нас вот ботаник дает 1%, да, то есть там с какой-то определенной скоростью вот эти мистические цветки. Если мы ее прокачаем, например, до блоссом, мы получим уже 4%. Если же мы прокачаем пчелу до флорал, то мы уже будем получать, соответственно, по 16%, то есть вообще 16 раз быстрее, просто огромное количество таких вот лепестков. Вот, значит, чтобы нам вывести блоссом, потребуется земляная с ботаник. Давайте это сделаем. Значит, ботаника сюда подкину, земляную. Так, мы ожидаем получить блоссом. А чтобы получить уже флорал, нам нужно будет совместить блоссом и опять же ботаник пчелу. Давайте это параллельно сделаем. Сюда ботаник. Вот. Здесь я уже готово возьму блоссом, совместим. Вот. Так, а здесь убедимся, что у нас сейчас получится тоже блоссом. Так, ей что-то не так с цветками. Она питается Mystical Flowers, то есть ей нужны такие вот мистические цветки. Давайте я здесь скрафчу их. С помощью цветочного удобрения у меня заспавнятся такие вот мистические цветки. И сейчас она должна их увидеть через какое-то время. Можно еще что-то здесь сделать их. Через какое-то время она будет здесь сейчас делать поиск, и она найдет их. Все, вот она нашла. Так, а здесь мы проверим, что у нас... Вот, у нас, пожалуйста, вывелась блоссом пчела. Так, отлично. Блоссом есть. Сюда кидаем, соответственно, вот эту блоссом, совмещаем с ботаник и ожидаем получить флорал пчелку. Вот она, мистические. Она, кстати, если ботаник мы уже используем, она питается мистическими цветками. Так, ждем, получаем, соответственно, такие. Во, пожалуйста, вот у нас флорал тоже вывелась. Супер. Вот, а флорал у нас дает, соответственно... Так, сейчас. Здесь, конечно, не очень удобно они сделали. Вот, флорал нам дает 16, все виды 16 цветков, вот эти лепестков. И кроме того, это делает очень быстро. Вот, но это не все. С помощью вот этой флорал пчелы, вот если мы возьмем именно принцессу флорал, и, значит, кинем ее в бассейн с маной, но при этом обязательно нужно поставить под бассейн с маной такой вот катализатор. Значит, если мы ставим такой алхимический катализатор, бросаем принцессу флорал в бассейн, мы видим, да, что у нас появляется такой вот крафт. Мы на выходе получаем вазби пчелку. Вазби пчелка тоже очень крутая.
Значит, она дает все виды таких вот семян. Грибные споры, таежное семя, луговое семя. И кроме того, что интересно, какие-то розовые тюльпаны, бирюзовую шерсть и розовый краситель. Ну, такая вот пасхалочка от разработчиков мода. Вот, как минимум 2 вида очень классных пчел мы уже получили, да, то есть Васби и Флорал, с помощью которых мы семена можем такие споры получать и и лепестки, все виды лепестков. Очень здорово. Также здесь есть еще такая, так назовем ее, эльфийская ветка. Чтобы ее получить, нужно рутит трутня, которого мы здесь выводили, совместить с водной пчелой. Давайте это сделаем. Вот у нас рутит, значит, водная. Но здесь обязательное условие, это должно происходить ночью. Мне придется сюда переключиться. Так, это мне тогда еще в настройках надо даже перейти на, соответственно, ночь, да, потому что у меня здесь вечный день. Так, настройка графики, другое. Так, только ночью. Посмотрим, что у нас это выйдет. Кидаем сюда водную, рутит. Так, и ожидаем здесь получить, соответственно, Somnoland пчелу. И дальше вот эту Somnoland мы совмещаем с ветреной, тоже ночью, получаем Dreaming. Давайте сделаем параллельно. Ветреную, Somnoland. Так, тоже сюда кину. Все это обязательно должно происходить ночью, если верить описанию. Так, смотрите, здесь он говорит, что, как бы, ну да, пчела же у нас не ночная. Давайте сделаем следующим образом. Мы возьмем рутит. Принцессу. Вот она, по идее, должна работать ночью, надеюсь. Давайте проверим это. Так, рутит. Ага, любопытно, что селекция должна происходить ночью, но при этом ночью она не работает. Ни та, ни та пчела. Это очень интересно. То есть нам, получается, предварительно нужно эту пчелу в какие-то топовые гены загнать. Так. Хорошо, мы можем сделать, даже не знаю, как бы здесь, получается, нужно будет предварительно все-таки эти гены передать. По-другому никак. Ладно, может быть, хотя бы выведем здесь пчел. Да, вот она, пожалуйста. Здесь она вывелась, потому что она ночью работает, ветреная. Да, насколько я понимаю, по умолчанию. Давайте проверим. С ветреной в этом плане немного проще. Сейчас посмотрим. Ну, что интересно, даже странно, что она как бы дала потомство. И в итоге вывелась у нас эта Dreaming пчела. Так, я совмещал с Somnoland, да, вот она же у меня была принцесса, то есть это ее гены. А вот она действительно работает ночью, все, поэтому с ней все получилось. А здесь придется предварительно вот этим пчелкам сообщать ночной ген, иначе у нас селекция не получится. Вот, ладно, возвращаюсь я тогда в дневной режим. Так, только день, все. Ну, то есть таким вот способом можно вывести в итоге Dreaming пчелку. Так, только не забудьте про вот этот ночной ген. И чем эта пчелка интересна? Ну, сама по себе вот эта Dreaming пчела. Так, сейчас я возьму себе Dreaming. Вот сама по себе она не особо интересна, то есть у нее никакой продукции нет интересной. Она дает просто обычные соты. Ну, кстати, можно душевные соты, довольно прикольно. То есть дают душевный воск, полезно. Вот, но еще как бы интересный у нее такой эффект искажения времени, то есть она замедляет, соответственно, ну, дает эффект замедления в радиусе своего действия. Но гораздо интереснее, если мы возьмем этого Dreaming трутня, обменяем через эльфийские врата на эльфийских пчел. Я в предыдущем видео показывал, соответственно, как вот эти вот врата сооружать. Давайте туда кинем. Оп, и, соответственно, вот эти врата мне вернули такого красивого эльфийского трутня. А чем он особенный? Давайте посмотрим на его как бы генетику. Вот продукция, в принципе, у него достаточно обычная. Двусторонний сот, да? То есть их много у кого можно взять. Но зато смотрите, какие классные гены. Да, во-первых, работает днем, ночью, там, пещерная. Но что самое интересное, у нее есть эффект Dreaming. Вот, я проверил, соответственно, что он себя представляет. Здесь вот вокруг вот поставил такие вот 8 пасек. Положил сюда, соответственно, матки 8 штук. Dreaming, эльфийский с эффектом Dreaming. И вот этот эффект Dreaming, он очищает, соответственно, блоки. То есть работает как мистический цветок. Вот я здесь камень выставлял,
И обратите внимание, у меня камень превратился в жизненный камень. То есть такой вот интересный эффект. То есть можно использовать как вместо маргаритки. Значит, что в итоге мы имеем? Вот здесь в моде ботания появляется несколько видов пчел новых. И самое интересное, на мой взгляд, это флорал, который дает все виды лепестков, и ботаник, который дает, соответственно, все виды семян. Кроме того, вы можете еще эльфийских трутней использовать, которые дают эффект дриминг для очищения блоков, да? Ну, как по аналогии с чистой маргариткой. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Делитесь видео с друзьями, в комментариях пишите свои замечания. Спасибо за просмотр. Жду вас в следующих сериях. Пока.